Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. О чем пойдет речь сегодня? Я хочу обсудить с вами тему оправдания российской агрессии в отношении Украины. Оправдывают ли граждане Украины российскую агрессию? От чего это зависит? На мой взгляд, отношение украинцев к российской агрессии во многом определяется их самоидентификацией, а именно, кто они по происхождению, как они относятся к истории украинской государственности, в том числе к ее христианской составляющей. Современная официальная украинская идеология утверждает, что государственность Украины берет начало от Киевской Руси или просто Руси. При этом русский язык рассматривается как маркер российской государственности и, следовательно, агрессора. Однако русскоговорящие граждане Украины интуитивно понимают, что их язык – это не маркер агрессии и не маркер России. Как к этому относиться? Как воспринимать ограничение прав русского языка в Украине, введенные в связи с войной и российской агрессией? И как относиться к тому, что некоторые этнические украинцы, так называемые сведоми националисты, совершают действия, которые можно охарактеризовать как геноцид в отношении русскоговорящих. При этом правоохранительные органы и государственные институты Украины зачастую молчаливо потворствуют этим действиям, за исключением, пожалуй, омбудсмена. Однако около года назад омбудсмена лишили возможности защищать права русскоговорящих граждан Украины. Кто теперь может их защитить? Трудно сказать. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень этого не делает. Итак, давайте разберемся в этом вопросе. Во-первых, кто является историческим оккупантом Украины? С юридической точки зрения, Украина как государство возникла в 1991 году. Это новое государство, созданное всеми гражданами бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, которые проголосовали на всеукраинском референдуме за суверенитет и независимость Украины. С исторической точки зрения до недавнего времени Украина официально не провозглашалась наследницей государственности Киевской Руси. Лишь 24 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня государственности Украины в день крещения Киевской Руси. А спустя полгода началось полномасштабное вторжение России в Украину. Эту войну, как ее называет Дональд Трамп, можно охарактеризовать как безумную. Это война, которой не должно было быть. Война, которую нужно остановить.
Вернемся к самоидентификации. Начнем с русскоговорящих граждан Украины. По мнению академика-филолога Дмитрия Лихачева, русский язык происходит от староболгарского или церковнославянского языка. Теоретически этот язык можно было бы назвать новоболгарским, поскольку он развился из староболгарского. В то же время, согласно позиции Национальной академии наук Украины, украинский язык происходит от староукраинского. Об этом, в частности, говорится в диссертации известного филолога Ирины Фарион. Более того, и Фарион, и Национальная академия наук утверждают, что староукраинский язык – это язык племени Русь. Таким образом, День государственности Украины и староукраинский язык, как язык племени Русь, связаны между собой. Но это еще не все. Существуют русскоговорящие граждане Украины, которых некоторые этнические украинцы, так называемые сведоми, называют русифицированными этническими украинцами. Однако это не так. В диссертации Ирины Фарион упоминается так называемая болгарщина в языковом вопросе в Украине. Этот термин Фарион заимствовала у Ивана Франко. Речь идет о двуязычии. С одной стороны, украинский язык, который поляки называли русской мовой. С другой стороны, русский язык, происходящий от староболгарского, церковнославянского языка. Что касается государственности, то Русь пришла на территорию Украины, в частности в Киев, в 882 году. Об этом повествует Нестор Летописец в повести временных лет. Князь Олег убил Аскольда, провозгласил Киев матерью городов русских и начал собирать дань с местного населения, которое он оккупировал. Олег спрашивал, кому вы платите дань? Народ отвечал, хазарам. Олег заявил, не платите хазарам, платите мне. Таким образом, дань была признаком оккупации, о чем я уже не раз говорил. Население, которое платило дань хазарам, теперь стало платить ее новым оккупантам Руси. Поэтому утверждать, что Русь была автохтонной на территории Украины, неверно. Это же касается и украинского языка в историческом, а не в юридическом аспекте. В юридическом плане все просто. Украина возникла в 1991 году, и ее полиэтничность и многоязычность закреплены в Конституции. Украинский язык имеет статус государственного, а русский – статус свободно используемого языка. Теперь вернемся к русскому языку, который происходит от староболгарского, или точнее, к новоболгарскому языку, который назвали русским. Этот язык принадлежит населению Украины, проживающему на ее территории. Откуда взялось это население и каковы истоки государственности на территории Украины, особенно христианской? В указе Зеленского речь идет о христианском крещении Руси. Если Русь появилась на территории Украины
конце IX века, то до прихода хазар, которые были оккупантами, здесь существовало государство, управляемое христианами. Это государство занимало территории Поднепровья, Приазовья, Крыма, Дона и Кубани и называлось Великой Болгарией. Лидер этого государства, хан Кубрат, похоронен в Полтавской области, в селе Малая Перещепино Новосанжарского района. Об этом знают все болгары, но, возможно, не подозревает большинство украинцев. Это, конечно, непростительное невежество, но факт остается фактом. В 632 году на территории Поднепровья, Приазовья, Крыма, Дона и Кубани было образовано христианское государство Великой Болгарии. Оно просуществовало около 50 лет, примерно до 675-682 годов, пока не было оккупировано хазарами. Война с хазарами началась после смерти византийского императора Ираклия в 641 году. Именно Ираклий признал суверенитет Великой Болгарии и даровал хану Кубрату титул патриция, то есть законного правителя этой территории. Ни один из русских князей не имел такого титула, поэтому говорить о законности их управления Киевской Русью неверно. Таким образом, в VII веке на территории Украины существовало первое христианское государство Великая Болгария. Болгары говорили на староболгарском языке, от которого произошел новоболгарский язык, позже названный русским. Впоследствии, под видом христианизации северных земель, Московии, Сибири, Дальнего Востока, происходил геноцид местного населения. Финские племена, проживавшие там, Чуть, Меря, Весь, утратили свою идентичность и стали называться русскими. Это ужасно. И вот что происходит сейчас. Новоболгарский язык, усвоенный этими племенами, стал инструментом геноцида, который Русь проводила с использованием этого языка. Теперь они вторглись в Украину и осуществляют геноцид ее граждан по национальному признаку, по признаку гражданства, а не этнической принадлежности. При этом геноцид оправдывается якобы защитой русскоговорящих граждан Украины. Российская пропаганда утверждает: мы возвращаем вам права на использование русского языка, поэтому бомбим и оккупируем ваши территории. Однако неожиданно, в том числе для российского руководства, русскоговорящие украинцы сопротивляются этой оккупации. Они воюют против России, защищаясь, и убивают российских солдат. Почему? Ведь им якобы возвращают их язык. Но дело не в языке. Вместе с языком Россия навязывает украинцам статус оккупантов, тех, кто оккупировал Московию, Сибирь и Дальний Восток. Именно поэтому русскоговорящие граждане Украины, как потомки Великой Болгарии,
не хотят возвращения статуса оккупантов. Они понимают, что не может быть свободным народ, который порабощает другие народы. Об этом говорил, в частности, Ленин. Возможно, именно поэтому члены партии «Свобода» под руководством Олега Тягнебока разрушают памятники Ленину, который разрушил Российскую империю, но утверждал, что народ не может быть свободным, если он угнетает другие народы. Тем временем этнические украинцы под руководством таких лидеров, как Тягнебок, насильственно украинизируют русскоговорящих граждан Украины. Это происходит вопреки Конституции, которая имеет высшую юридическую силу по сравнению с законом о функционировании украинского языка как государственного. Происходит геноцид по языковому признаку. Но почему русскоговорящие украинцы сопротивляются и этому? С одной стороны, они противостоят российской агрессии, с другой – насильственной украинизации. Этнические украинцы пытаются убедить их, что они лишь русифицированные украинцы. Но это неправда. Правда в том, что русскоговорящие граждане Украины в основном потомки Великой Болгарии, которые говорили на староболгарском языке, а затем на новоболгарском, который назвали русским. Именно самоидентификация русскоговорящих украинцев как потомков Великой Болгарии, не совершавшей геноцид других народов, и является причиной их сопротивления российской агрессии и оккупации. Кроме того, секрет кроется в том, как формировалась христианская государственность. Тогда и сейчас она строилась на единстве, присяге и верности своей стране. Болгары были толерантны в вопросах государственности, что позволило им обрести суверенитет и создать первое независимое христианское государство на территории Украины. Теперь, друзья, получается следующее. С одной стороны, Путин хочет приобщить русскоговорящих украинцев к судьбе оккупантов, ответственных за геноцид финского населения, Сибири и Дальнего Востока. Русскоговорящие украинцы сопротивляются этому. С другой стороны, сведомые этнические украинцы стремятся лишить их самоидентификации как потомков Великой Болгарии, заставляя считать себя потомками Руси, чьи предки говорили на староукраинском языке. Но это не так. Теория государства и права утверждает, если народ однажды обрел суверенитет, то ощущение свободы остается в его генах. Даже если этот народ лишают суверенитета, он будет стремиться его восстановить. Именно это происходит в Украине. Русскоговорящие граждане Украины сопротивляются российской оккупации, чтобы не стать оккупантами, и насильственной украинизации, чтобы не стать потомками Руси, которая оккупировала Великую Болгарию. Вот такая история, друзья. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!